Приветствую всех на своем канале. Сегодня я бы хотел рассказать о том, как я сделал этот кованый цветок. Это фрагменты из прошлых видео, где я сделал тюльпан из металлизированного картона. Именно этот макет я и взял за основу будущего произведения. Итак, начнем. Для начала я разобрал картонный макет на отдельные элементы, перевел их на белый картон и вырезал. Получившиеся шаблоны я перевожу на лист нержавеющей стали. Для каждого элемента потребуется разное количество заготовок. Для этого я заранее прописал на шаблонах нужную цифру. Получившиеся рисунки процарапываю железной чертилкой. Это нужно, чтобы контур рисунка не потерялся после термической обработки. Затем вырезаю все заготовки электрическими ножницами. Для стебля цветка отрезаю стальную трубку нужной длины. После этого края всех заготовок нужно выровнять. Для этого использую углошлифовальную машинку с толстым диском. На этом этапе начинаются работы с огнем. Обжигаю детали при помощи газовой горелки, чтобы придать им мягкость. Далее начинаются кованые работы. Подгоняю лепестки друг к другу при помощи молота и наковальни. После подгонки заготовок внешней части бутона начинаю их пайку. Для этого использую газовую горелку и серебряный припой. Внутренняя часть цветка состоит из 3 лепестков. Сначала их нужно загнуть пополам. Для этого прорезаю ложбинку многофункциональной машинкой. Загиб произвожу на тисках. Нехитрым способом соединяю эти 3 детали и свариваю их сначала между собой, а затем во внутреннюю часть цветка. Затем запаиваю последний наружный лепесток.
Усики делаю из тонкого прутка нержавеющей стали. Впаиваю их в самую сердцевину бутона. Тут же припаиваю и стебель. Листья также нужно загнуть. Для этого прочерчиваю линию загиба и прорезаю на них ложбинку. Снова загиб на тисках. И пайка листов к стеблю. Затем следует шлифовка углошлифовальной машинкой с лепестковым диском. Затем идет шлифовка машинкой с маленькой насадкой. Затем еще более тонкая шлифовка той же машинкой. Ну и, наконец, самая тонкая полировка с применением полировочной пасты. Для труднодоступных мест использую ту же пасту, но уже с маленькой насадкой. Протираю изделие, и вот такой результат мы получаем в итоге.